Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня по многочисленным просьбам повторяю урок, как работать со стразами. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы нам, конечно же, понадобятся стразы. Я покажу все размеры вам. Для приклеивания страз я использую клей фирмы Уху. Это немецкая фирма. И для того, чтобы мне было удобнее работать, для точечного нанесения использую аппликатор. Клей для страз — это силиконовый карандаш, и подтачивать его можно обыкновенной точилкой. Теперь я вам покажу номера страз, которые я использую. 40-й, 34-й, 30-й, 20-й, 16-й, 12-й, 10-й, 8-й, 6-й, 5-й, 3-й, и так можно по убывающей. И мне девушка задала вопрос еще про размеры страз. Я зашла в интернет и, конечно же, нашла их. Сейчас я вам покажу. На каждом пакете написан SS и размер, это 20. И вот таблица, которую я нашла в интернете, она обычно идет в описании. И вот здесь SS2, 1.2, 1.3, сколько граней и сколько штук в пакете. И вот чем больше сам камень, тем меньше штук в пакете. Это можно найти в описании. Ссылку я оставлю на эти стразы. Здесь у меня мокрая салфетка. Я открываю клей. Вот он у меня вытекает. И когда я работаю, клей держу вот в таком состоянии. Когда работаю, пузырьков нету, и клей всегда наготове. Здесь я отметила, где у меня будет бантик, и буду работать именно до этого места. И обычно я распределяю 3-4 больших камня на самый верх. Беру клей, наношу. И подклеиваю камень. Вот видите, клей я опускаю. И у меня он не подсыхает и нету пузырьков. Ну, наверное, еще один вот сюда подклею. И тоже даем клею 2 секунды, чтобы он закрепился. Это был у меня самый большой размер. Теперь беру следующие камни. Извините за соседей, они сегодня шумят. Следующий размер. Вот поэтому я заранее всегда камни переворачиваю блестящей стороной вверх. И размеры располагаю, чтобы я знала, как работать. Теперь я беру следующий размер. Вот здесь у меня прямо просится сюда камешек. Туда слишком большой не годится. Так, и как я учила, накладываем и потом прокручиваем карандаш, чтобы у нас все отошло. Больше всего камней у нас будет наверху. Так, что же мои соседи сегодня там делают? И теперь можно заполнять что-то еще вот между ними. Камни поменьше. Я больше всего люблю работать с номером 20 и ниже. Никуда не спешим, аккуратно работаем. Убираю вот эту маленькую, что тянется за клеем.
на пальчик, чтобы ничего не испачкать. Маленьких камней всегда уходит больше. Беру следующий размер. Сейчас поработаю немного наверху здесь и потом буду переходить вниз. Очень удобно с силиконовым карандашом работать, поэтому кто работает со стразами, очень советую. И продолжаем. У меня пространство понемногу заполняется. Теперь спускаюсь еще ниже, беру еще мельче камни. И клею их в произвольном порядке. Конечно, если у вас узор, то вы следуете узору. В одном, кстати, из следующих видео покажу, как перенести узор, чтобы по узору подклеивать. И продолжаем работу. Вот здесь у меня прямо просятся еще вот такие камни именно этого размера. Как убирать клей, в предыдущем видео я показывала. Если вдруг у вас где-то получилось чуть больше его нанести, используем спирт и ватной палочкой все убираем. Я уже начинаю использовать более мелкий размер, 6, 8. И как бы постепенно спускаться вниз. И продолжаю работу. Я спустилась немного вниз и сейчас более мелкими камнями 8, 6 номер буду заполнять пустоты. Вот у меня здесь наверху. Вот вы видите пустоты здесь. Сюда вот маленькие камешки. Маленькая россыпь среди больших камней очень такой эффект красивый дает. И продолжаю работу. Я достаточно так хорошо уже заполнила пространство. Теперь я беру более мелкие камни, 5, 6 номер. И также продолжаю немного спускаться вниз, а затем этими же камнями заполнять пустоты. Здесь надо очень аккуратно работать, прямо точечно наносить клей. Я всегда сначала беру камень, подготавливаю, а затем уже беру клей. Здесь настолько маленькая точка, что она быстро высыхает. И продолжаю работу. И затем такими же камнями вот пустоты вот здесь заполню. У меня тут чуть-чуть клея попало. Вот я использую для этого спирт. И вот у меня тут надо почистить хорошо. Весь клей убираю. И затем спирт выветрится, и все останется чисто. Вот что у меня получилось. Россыпь камней, конечно, смотрится просто потрясающе. И когда любуешься этими игрушками, просто такое завораживающее зрелище.
Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.